А тем временем мы в Суботице. Признаюсь, на этот город я возлагаю особые надежды и ожидания. Здесь отчетливо чувствуется влияние Венгрии, поскольку сам город от Венгрии отделяет порядка 8-10 километров. И город двуязычный, двукультурный. Венгров здесь 30%, 30% сербов, остальные македонцы, хорваты, боснийцы. По первым ощущениям кажется, что здесь, наверное, чуть чище, нежели в Новом Саде или в Белграде. Как-то более ухоженный, более стерильный, вылизанный городок. Как-то чуть ближе к Европе все-таки. Это действительно чувствуется. Но это первое ощущение. Дальше посмотрим. Давайте погуляем. Итак, Суботица находится на самом севере Сербии, на границе с Венгрией. Добраться сюда можно из любого крупного города. Мы же добирались из Нови Сада на красном автобусе Ниш-Экспресс примерно за 1,5 часа. Рубрика «Историческая минутка» сегодня отменяется, поэтому от теории перейдем сразу к практике. Уже с первого взгляда понимаешь, что в Суботице просто шикарная архитектура. По концентрации вот этих старинных интересных зданий и по их количеству вообще он может потягаться с большинством сербских городов. Возможно, даже с Белградом. Но это мы еще посмотрим, походим, погуляем. Здесь нужно просто залипать на них часами. Тут столько всяких деталей. Я думаю, что можно смело утверждать, что именно ради архитектуры стоит приехать в Суботицу. Просто взгляните на эти барельефы и лепнину, это же просто сказка. В Суботице можно встретить много зданий в стиле Ар-Нуво, который является одним из разновидностей модерна. Для тех, кто был в Венгрии, многое, скорее всего, покажется знакомым. А сейчас давайте посмотрим на самую узнаваемую достопримечательность Суботицы – особняк Ференца Райхла. Дворец Рахеля, который мы не сразу нашли, он оказался как бы на такой более скрытой улице, не совсем в центре. Многие сравнивают его с произведениями Гауди, которые мы знаем по Испании. Но действительно, какие-то ноты схожие есть, и вроде как это арт-нуво стиль, и смотрится он крайне колоритно, крайне эффектно. И очень интересно, что там внутри на самом деле. Там просто ресторан или же там какой-то небольшой музей, какая-то экспозиция. В общем, суперски смотрится, я, наверное, ничего подобного-то и не видел. И, конечно же, пару слов о человеке, который создал этот шедевр. Знакомьтесь, Ференц Рахл. Родился в маленьком сербском городке Апатин, получил высшее образование в Будапеште, а потом перебрался в Суботицу, дабы реализовать свои амбиции. Творил Рахл в Суботице много и усердно, чего стоит одно только здание городской библиотеки. Но нужен был какой-то толчок, какая-то отправная точка для большой архитектурной карьеры Райхла. Именно этим толчком должен был стать вот этот особняк. Почему должен был стать и не стал, спросите вы? Такое бывает. В бизнесе что-то пошло не так. Сначала долги, потом невыполненные подряды. В конечном итоге архитектор и его скромную контору объявляют банкротами. С молотка уходит и семейная резиденция вместе с мебелью. Но Ференц Рахл не опустил руки и перебрался в небольшой венгерский город Сегед в 45 километрах от Суботицы. И там уже попытался реанимировать свою карьеру. Там он тоже продолжал творить, построил еще один яркий особняк для местного графа. И все складывалось в принципе неплохо, пока он не решил попробовать свои силы в Будапеште. А те, кто был в Будапеште, знает, насколько там яркая архитектура и как там сложно действительно выделиться. На этом моменте теряется след архитектора Ференца Рахла, растворившегося в архитектурном многообразии столицы Венгрии. Внутри дома Рахла вот так. Есть что есть. А внутри оказалась выставка современного искусства, честно сказать, на большого любителя. И как вы можете видеть по пустому залу, таких любителей оказалось не так много. Но благо вход был бесплатный, и мы, чтобы не падать в грязь лицом перед скучающим охранником, потоптались там минут 10 и отправились на поиски более интересных мест. Итак, мы в здании синагоги. Если вы прислушаетесь, то услышите вот этот достаточно специфический звук. Он отличается от органа в привычных нам католических храмах. Но здесь очень красиво. Особенно, когда на улице дождь, зайти внутрь самое то. Синагога была возведена в 1902 году, и каждый еврей Суботицы считал своим долгом сделать посильный взнос в фонд строительства, о чем свидетельствует установленная здесь памятная доска с именами жертвователей. Но к 1970 годам синагога сильно обветшала, появилась угроза обрушения купола, а небольшая еврейская община, оставшаяся в Суботице после Второй мировой войны, просто не имела необходимых средств. Поэтому молитвенный дом решили передать городу, который взял на себя затраты по ремонту и коммунальным платежам. А потом был распад Югославии, санкции, и городу стало совсем не до ремонта. Только к середине 2000-х правительство Венгрии и структуры Евросоюза выделили 2 миллиона евро на реконструкцию синагоги. Теперь, как вы можете видеть, это одно из самых ярких и запоминающихся зданий в Суботице. Нашли открытую парадную.
Предлагаю заглянуть, посмотреть, как живут сербы. Такую парадную мозаику с вами под ногами уже. О, нравится, я понимаю. Провинция, как говорится, решает. Мы, кстати, так до сих пор и не поняли, это был жилой дом или же офисные помещения. Но судя по вывескам адвокат и дантист, возможно, это были все-таки офисы. Однако это не отменяет того факта, что парадная нам пришлась по душе и, естественно, напомнила парадные из старого фонда в Санкт-Петербурге со своим двором-колодцем, правда, на южный манер. Не могу не сказать о месте, где мы остановились в Субботице. За 40 дней путешествия по Балканам мы сменили порядка 10 апартаментов и отелей. И здесь, в Субботице, апартаменты со звучным и приятным для русского слуха названием «Сравка» показались нам самыми уютными и душевными за время всего нашего балканского приключения. И, конечно, стоит отметить замечательного хозяина, который, во-первых, безвозмездно дал нам свои личные велосипеды, а во-вторых, даже простил небольшую сумму, которой не оказалось на тот момент. Поэтому, если будете в Субботице, вы знаете, где остановиться. И буквально пару слов о комфортной городской среде, а если точнее об условиях для велосипедистов в Субботице. Так вот, я бы вообще назвал Субботицу столицей велосипедистов Сербии, для которых здесь созданы максимально комфортные условия. Ведь город буквально опутан сетью велодорожек. Да что там город, даже в пригородный парк Палич, до которого добираться 10 километров, мы домчались по очень удобной велодорожке, которая, к слову, была не просто выделенкой на проезжей части, а это была отдельная от дороги безопасная полоса. Ну что, мы в парке Палич, который находится совсем недалеко от Субботицы. Добрались сюда мы на таких старых олдовых велосипедах, которые нам дал хозяин апартаментов, которые мы снимаем. Смотрите, какая. Еще, наверное, по югославским дорогам колесили велосипеды. В общем, очень приятный парк. Солнечно, хорошо, по-весеннему. Настоящая весна. Цветочки цветут, солнышко светит. Так что отдыхаем, гуляем. Здесь совсем недалеко находится винодельня, где можно продегустировать вино, покушать. Достаточно интересное тоже место, куда мы съездим, но, скорее всего, дегустировать ничего не будем, ибо сэкономим и продегустируем все дома. Всем привет! Мы у винарни Звонка Богдан, одна из самых известных виноделен в округе Субботицы. Вот, у нас должна быть час назад здесь дегустация вина. Так как наше путешествие было долгое, мы уже месяц в путешествии, уже шекелей не осталось, поэтому мы решили сэкономить. Экономия. Экономьте в путешествии, это самое главное. Зачем вам дегустация винограда за 1200 динар с человека, если можно зайти в магазин, купить разного вина и продегустировать его. Согласны, друзья? За 300 динар. За 300, а то и 200 динар, да. И тем самым мы экономим 2000 динар. Фух. Ну, ребят, извините, как говорится. А за моей спиной ратуша 1910 года постройки. Это сердце Субботицы. А это здание такое с размахом, с имперским, характерное больше для Белграда, наверное. Можно встретить вот такие вот интересные с точки зрения архитектуры вещи. Как видите, в Субботице об архитектуре можно говорить, если не бесконечно, то очень и очень долго. Поэтому я не стану грузить вас фактами, лучше приезжайте и посмотрите все своими глазами. Что касается самого города, вы наверняка слышали про особую химию между людьми, когда речь идет о человеческих отношениях. Так вот,
вот с городами, мне кажется, есть нечто подобное. Допустим, вы приезжаете в какой-то новый город, и там вроде бы есть все, что нужно туристу. Какой-нибудь крутой исторический центр с архитектурой, музеи, улицы с барами и ресторанами, рынки, фестивали и так далее. И вроде бы вы отдаете себе отчет, что здесь вам понравилось, что вы круто провели время, но где-то на подсознании вы уже решили, что вряд ли сюда вернетесь когда-нибудь. А почему? А потому что не было искры, не было той самой химии. Так вот, с Субботицей лично у меня произошло нечто подобное, только наоборот. Казалось бы, обычный провинциальный город, особо здесь делать нечего, сколько таких было и сколько еще будет, а тем не менее желание вернуться сюда есть. Непонятно почему, но факт остается фактом, а сердце, как говорится, не обманешь.